Ахо, я заранее прошу за эмоциональность, потому что я под таким впечатлением, я прожила такой опыт, что, господи, не знаю, сказать не дай бог вам или дай бог вам, потому что в таком состоянии ты даже не знаешь, это счастье, благословение или разрыв вообще головы. Я только благодарна, что за все эти 3 года меня до такой степени готовили, погружали в разные состояния, в разные реальности. Я видела такое невероятное количество миров, что меня уже, наверное, я, по крайней мере, думала, что мне сложно чем-то удивить, но то, что я прожила, это меня очень-очень потрясло. Ребят, идет глобальная мировая война со славянской душой, глобальнейшая. И мы ищем врагов в каких-то странах, да, там, кто против кого, эти хотят нас, а те хотят. А на самом деле это все внутри всего. Я прям сейчас реально зашла в российскую душу, ну не душу, а ну как эгрегор, как территорию, и увидела, как она кишит, простите, мои дорогие братья и сестры, злом, как идет искажение, как сознание вообще в таком плену. С нами, с украинцами, происходит что-то похожее, но мы как будто способны это сбрасывать, способны это не видеть, способны, то есть у нас какие-то были адаптированные, что ли, я не знаю, за счет чего, уже сейчас даже не хочу интерпретировать. Эти белорусы вообще лежат просто. Белорусы тряпичная кукла, презерватив, в полном смысле слова. Люблю своих белорусских товарищей, братьев, сестер, но я, знаете, как хирург должен говорить то, что есть, и делать то, что есть. И я в своей работе должна говорить, называть вещи теми именами, которыми я воспринимаю. И точно так же дальше увидела, как вся планета – это единое светоносное существо, это душа славы. И она сейчас через каждое сердце, через каждое сознание, через все вот эти скрипты, алгоритмы выбирается. Но она попадает, вот как представьте, клеточное сознание пытается выбраться и попадает куда? В сознание органа. А у сознания органа там типа слово президент, да, или кто там, правительство со своими какими-то там идеями, технологиями и так далее. И ему потом надо снова выбираться, пока оно не выбирается в нечто целое. Это глобальный мировой процесс. Он происходит прямо сейчас. Это конфликт не Украины и России. Это конфликт не политиков и идеологий. Это конфликт света и тьмы. И мы их инструменты. Я сейчас понимаю только одно. Как мы можем себя идентифицировать? Все, кто без ненависти, без агрессии, все, кто в каком-то равновесии относительном, это пробудившиеся души сознания света. Все, кто хотят, чтобы им было, чтобы вот так, чтобы радуются я сейчас обращаюсь к душам тех, кто в плену у серых, потому что это экскорпорация. Вы не есть это, вас экскорпорировали, вас используют, и вы в плену у этого. Слушайте сердце. Включаетесь, почему я радуюсь, если я вижу горе, почему я сейчас хорошо, да, то есть вы же здравомыслящие, включаете разум и сердце, это инструменты прохода в нашу истинную суть. Сами себе задавайте вопросы, заподозрите, что внутри вас живет какая-то чернь, которая вас экскорпорировала, изыди, пусть она уйдет. Освободитесь, умоляю, освободитесь от того, чем занято ваше сознание, выключите нафиг ваши телевизоры, вы просто марионетки, вы просто куклы, вы в беде. Я сейчас обращаюсь к тем, кто не способен чувствовать боль, кто не способен чувствовать страх, кто не способен чувствовать сострадание, кто не способен здравомыслить, кто в какой-то своей идее политологии, вы все под властью черноты. Да, есть серое и светлое,
но мы порабощены вот теми вирусами, как наши тела порабощены вирусами тех деструктивных структур, которые воздействуют на нас из мира 4D. И очень многие освободились, очень многие сбросили, очень многие сейчас пробуждены. Взываю к сердцу каждому. Для меня сегодня славянская душа, славянская мать вышла далеко за пределы того, что я понимала еще несколько часов назад. Мы все ее дети, вся атма — это ее душа, вся земля — это ее дети, мы все ее дети, все. Нету здесь чужих, здесь есть только вирусы. Давайте освободимся от этого. Давайте те, кто видят инфицированных и понимает, что у них проблемы, помолитесь за них, помолитесь, не проклинайте, потому что это опять аутоиммунное заболевание, мы опять проклинаем себя, мы опять разрушаем себя, потому что тоже мы, оно просто поглощено, оно просто инфицировано, и во всех наших постах, во всех наших комментариях мы будем просто удалять всех, кто использует хоть одно слово, хоть один импульс по каким-то политическим, идейным убеждениям и все, что против мира, добра и соединения. Ребят, держитесь. Великая война, которая была между светом и тьмой, которая была на протяжении миллионов лет в их исчислении, опустилась сейчас в наш материальный мир, и сегодня каждое индивидуальное сознание должно волеизъявить, мы воля должно на уровне разума осознать, что со мной не так. Что со мной не так, если я радуюсь, что кто-то умирает? Что со мной не так, если я не сострадаю? Что со мной не так, если... Задайте себе эти вопросы. Если это ваша часть или это прям ваша суть, то освободитесь от этих блох, вшей, иначе вы погубите свою душу и свой дух. Слава нашей матери, слава нашему источнику. Мы дети, мы космические семена света, земли, и мы лучшее, что Бог смог когда-либо создать. И мы сейчас проходим свое горнило, проходим свое возрождение. И Киевская Русь, как центральный фрактал этого всего движения, как раз и выполняет свою миссию, чтобы потом это целое вспомнила и осознала. Люблю, целую, обнимаю безмерно. Сегодня в 20:00 сатсанг, атма-сатсанг. Знаю, что он будет более чем особенный, потому что весь мир океанный и поддонного мира океана вышел вчера на связь. И они готовились в сутки, я с ними на связи. Это, знаете, я использую слово иерархия, когда я говорю о космической иерархии. Когда я говорю о вводной иерархии, слово иерархия вообще неуместно. У них нет этого понятия. Они просто чистейшее сознание. Они ждут, пока мы достигнем того уровня развития, что вспомним, что мы дети океана. Мы вышли из них, мы вернемся к ним, и через них мы выйдем в свой духовный мир, в ядро, в поддонный мир океана, и они нас пропустят и сопроводят, и они ликуют, что мы наконец-то пробуждаемся и вспоминаем киты, касатки, дельфины и огромный мир, который является проекцией космического океана, являясь сегодня физическим нашим океаном, с нами, потому что мы начинаем вспоминать, мы начинаем с ними контактировать, и уверена, что этот сатсанг будет таким красивым линком. Не могла сдержаться.